Флор Альба была колумбийской журналисткой, которая жила в Питалито и работала в местной радиостанции «Ля Преферида Эстеро». Она была ведущей ежедневной новостной программы, где открыто отстаивала свободу прессы. Помимо этого, Флор работала журналистом на региональном канале 6, а до этого работала на национальном колумбийском канале. Ее знакомые и люди, которые работали с ней, а также служили источниками для ее репортажей, описывают ее как простую, харизматичную и прежде всего честную женщину, что заставляло ее всегда глубоко вникать в вопросы и события, в которые она погружалась в своей работе в качестве журналиста. Следует также отметить, что ее радиопередача была не единственным средством, с помощью которого Флор поднимала свой голос. Она также была ярым борцом за правду в своих социальных сетях. Ее партнер Арис Эрнандес описывал ее как трудолюбивую женщину, которая вставала в 5 утра, чтобы вести уроки испанского языка. Он также сказал, что Флор ходила на завтрак со свекровью, а затем в 11 часов утра шла на работу на радиостанцию. После этого женщина отправлялась на новостной канал, а в конце дня возвращалась домой около 6 часов вечера. Дома она не отдыхала, а продолжала учиться, поскольку также получала степень бакалавра по иностранному языку. Флор свято верила в справедливость и считала, что ее работа как журналиста заключается в том, чтобы доносить правду до общественности. И именно это двигало ею и сделало известной журналисткой, которая она стала для своего региона. Говоря о месте, где жила Флор, следует отметить, что муниципалитет Питалито в Колумбии известен высоким уровнем преступных группировок, наемными убийствами и преступлениями, а также растущей торговлей запрещенными веществами. Учитывая эту ситуацию и моральные принципы Флор, мы можем сказать, что для нее было вполне обычным делом ежедневно получать всевозможные угрозы. И прежде всего ее близкие, в частности ее мать Оливия Варгас, постоянно беспокоились о ее безопасности. Ее просили всегда сохранять благоразумие, что было для нее нелегко. Любая несправедливость, свидетелем которой она становилась, заставляла ее повышать голос. Четверг, 10 сентября 2015 года начался для журналистки обычно. Она встала рано, провела занятия по испанскому языку, затем, как и каждый день, позавтракала со свекровью, а потом отправилась на работу на радиостанцию. Чего Флор не знала в тот день, так это того, что на работу она так и не попадет. На пороге радиостанции на женщину напали. Мужчина подошел к ней сзади и произвел 2 выстрела из пистолета, один из которых попал в стену здания, а второй прямо в голову Флор. Она не успела среагировать и умерла почти мгновенно. Ее коллеги на станции услышали выстрелы и вышли посмотреть, что происходит. Когда они увидели тело Флор, то позвонили властям, чтобы те приехали и осмотрели место происшествия. В дополнение к этому они сделали объявление по радио в прямом эфире, сообщив, что перед радиостанцией только что произошло убийство, что жертвой была Флор и что любой, кто в это время находился поблизости, может дать информацию полиции. Таким образом, весь муниципалитет узнал о том, что случилось, и это вызвало большой переполох не только среди семьи и друзей жертвы, но и среди всех жителей района. События были полностью зафиксированы камерами наблюдения, которые были размещены на столбах. Благодаря этим записям офицеры смогли получить изображение произошедшего и составить профиль убийцы. Это был худощавый мужчина, одетый в темный синий джемпер и синие джинсы. Хотя видеозапись событий была найдена, личность преступника установить не удалось. Несколько часов спустя звонок в полицейский участок стал ключом к установлению личности человека, запечатленного на видео. В этом звонке его назвали Хуаном Камило Ортисом, известным в округе как Эль Локо, если в переводе на русский язык, то «сумасшедший». Быстрый поиск в интернете, проведенный полицией, подтвердил информацию, предоставленную анонимным телефонным информатором.
Эль Локо в своем личном профиле в социальной сети на фотографии был в том же джемпере, который был снят на видео в момент убийства. Хотя поиск предполагаемого убийцы был проведен в течение нескольких часов, преступник оказался быстрее властей. Его зафиксировала другая камера наблюдения, когда он уезжал из муниципалитета на мотоцикле с другим мужчиной, личность которого на тот момент установить не удалось. Тем временем убийство журналистки стало достоянием не только муниципалитета, но и всей страны, а действия цензуры были широко осуждены. Первая гипотеза заключалась в том, что все это было наемным убийством, и Флор убили из-за какой-то публикации или новости, которую она публиковала. Многие говорили, что убийство Флор связано с публикацией, которую она сделала накануне. В соцсетях она сообщила, что несколько матерей в муниципалитете пожаловались ей, что два политика заставляют их голосовать за них в обмен на сохранение работы. Это политики, один из которых баллотировался на пост мэра, а другой на пост советника. Флор не назвала имен этих людей и сказала, что на следующий день, в день убийства, в радиопрограмме она скажет, кто они. Но, как мы знаем, эта радиопрограмма так и не вышла в эфир. Поскольку личности политиков не были раскрыты, в ходе дальнейшего полицейского расследования по этому вопросу доказать связь с убийством было невозможно. Но это была не единственная проблема, которая преследовала Флор в день ее убийства. Несколькими месяцами ранее в муниципалитете Питалита произошла жестокая драка с женщиной-ветеринаром. Мужчина выстрелил в нее 5 раз. И из-за того, что жертва выжила, его приговорили всего к 2 месяцам тюремного заключения. Узнав об этой ситуации, Флор ясно выразила свое недовольство приговором, апеллируя к коррупции. Это дело было очень легко связать с ее смертью, потому что когда власти проводили расследование в отношении этого человека, получившего тюремный срок, он оказался тем самым Эль Локо, который выстрелил в журналистку. Несмотря на то, что главным подозреваемым был Эль Локо, следователи решили продолжить просматривать посты Флор в социальных сетях, чтобы выяснить, не сталкивалась ли она с кем-нибудь еще. Некоторые публикации против кандидата в мэры Питалита, человека по имени Мигель Рика, были широко известны. Флор обвинила этого человека в том, что у него нет достаточной академической квалификации, чтобы баллотироваться на пост мэра, а также нет достаточного опыта или знаний района, чтобы хорошо выполнять свою работу. В этих публикациях многие сторонники этого кандидата писали угрозы в адрес Флор. Но власти пришли к выводу, что все эти люди, оскорблявшие женщину, были частью предвыборной команды этого человека и не имели никакого отношения к ее смерти. Наконец была изучена семейная и личная жизнь жертвы. Власти на мгновение подумали, что ее парень, с которым он состоял в отношениях в течение 4 лет, мог быть заказчиком этого убийства. Они начали расследование в отношении Ариса Эрнандеса, но в конце концов не нашли ничего, что могло бы связать его с убийством. В результате, отбросив все эти гипотезы, они остались только с одной. Эль Локо хотел ей отомстить. Через несколько дней после этого в полицейский участок поступил звонок от человека, который стал свидетелем побега Эль Локо, и назвал имя его спутника Альберто Флореса, широко известного как Эль Чори. В этот момент важно подчеркнуть, что оба подозреваемых имели большой криминальный опыт в грабежах, кражах и других преступлениях. И не будем забывать о попытке убийства, за которую Эль Локо был заключен в тюрьму несколькими месяцами ранее. Несмотря на наличие записей, мотива и 2 подозреваемых, дело Флор остановилось. С момента ее убийства прошло несколько недель, а полиции Питалита так и не удалось установить местонахождение Эль Локо и тем более местонахождение Эль Чори. В связи с тем, что расследование зашло в тупик, полиция Питалита предприняла действия, которые, по их мнению, побудят людей сообщить соответствующую информацию о подозреваемых. Было предложено вознаграждение в размере 100 миллионов колумбийских песо.
что эквивалентно примерно 1 миллиону рублей. В то время изображения двух мужчин, описание и их полные имена были опубликованы в новостях. Спустя несколько дней после назначения вознаграждения один человек позвонил в полицию, поскольку смог опознать Эль Локо в муниципалитете Пальмито. Этот муниципалитет находится примерно в 20 часах езды от Питалита. Звонивший сказал, что Эль Локо работал в ресторане. С учетом всего этого офицеры провели полицейскую операцию и таким образом успешно смогли арестовать убийцу Флор. Во время ареста мужчина не давал никаких показаний, он придерживался своего права хранить молчание и попросил адвоката. Как только он оказался у своего адвоката, он сказал, что не участвовал в убийстве Флор, несмотря на наличие всех улик против него. Эль Локо был отправлен в тюрьму и оставался там до вынесения приговора. В 2017 году, спустя 2 года после убийства, ему было предъявлено обвинение как соучастнику убийства, и Эль Локо был приговорен к 47 годам тюрьмы. И сейчас вам, наверное, интересно, что случилось с Эль Чори, человеком, который помог Эль Локо выбраться из Питалита. Он бежал в Эквадор, место под названием Лаго Агрио, и скрывался там в течение 2 лет. Через 2 года после убийства Флор в полицию позвонил человек и рассказал, что Эль Чори вернулся в Питалито. Несмотря на то, что он был во всех новостях, мужчина сделал все возможное, чтобы его не узнали местные жители муниципалитета, и жил дома с женой. Анонимный информатор сообщил властям, что Эль Чори добился этого, переодевшись в женщину, чтобы его никто не узнал. Информатор также сказал, что мужчина построил резервуар на крыше своего дома. В этом резервуаре была трубка, через которую человек мог дышать, если в него попадал. Это был план Эль Чори на случай, если полиция его найдет. Как только он увидит, что офицеры идут к его дому, он залезет в бак полный воды и будет дышать через трубку, пока они не покинут это место. Полиция снова провела операцию по поимке и действительно обнаружила Эль Чори в доме его жены, который пытался залезть в этот резервуар. В конце концов, мужчина был арестован и отправлен в тюрьму до вынесения приговора. К тому времени, когда начался суд, глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения охватила все страны. Поэтому было проведено онлайн-слушание, на котором также присутствовал Эль Локо, признавший, что был на месте преступления, но продолжавший утверждать о своей невиновности. Точно так же, как Эль Чори отрицал свою причастность. Но благодаря камерам им никто не поверил. В 2020 году Эль Чори был приговорен к 39 годам лишения свободы по обвинению в убийстве при тягчайших обстоятельствах и незаконной торговле оружием. Хотя это дело можно считать решенным, поскольку виновный находится в тюрьме, для многих оно остается под вопросом, потому что они не верят, что эти двое действительно решили убить Флор. Им кажется, что Эль Локо и Эль Чори нанял кто-то другой, чтобы лишить жизни журналистку. Они не дали никаких показаний и продолжают отрицать свою причастность к этим событиям, поэтому властям до сих пор очень трудно разобраться с этим делом. Для них, пока эти двое мужчин живы, еще есть надежда, что они заговорят и действительно расскажут, что случилось с Флор в тот день и почему они пошли на ее убийство. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Советую подписаться на мой YouTube канал и оставить свое мнение об этой истории в комментариях. Также у меня есть свой телеграм-канал, который я веду уже относительно давно.
Там я публикую различные криминальные истории в текстовом формате, а также публикую все, что не пропускает YouTube. Еще раз спасибо за просмотр и не прощаемся.